Ну что, мои дорогие поклонники современной архитектуры, готовы к очередному шедевру частного домостроения? Напомню, я Алексей Аверьянов, вы оказались на канале ВДТ, вашем личном гайде по премиальной недвижимости и строительству. Хотите совет? Прямо сейчас поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Выпуск получился крайне увлекательным, сейчас засмотритесь и забудете. Ну а что, готовы? Поехали! Дом в стиле минимализм, стекла, нержавеющая сталь. Бетонный стол, он весит 300 килограмм. Выход на балкон можно сравнить с носом корабля. Паровой камин, смотри, прям разгорелся, как будто бы это кожа страуса. Краткие характеристики проекта. Участок 11 соток, дом в стиле минимализм, 620 квадратных метров, выполнены в 3 уровнях, 1 под землей и 2 над. В доме 4 спальни, спа-зона с сауной, хамамом, джакузи и купелью с холодной водой. Также есть отдельный домик для обслуживающего персонала. Сегодня увидим паровой камин, панно, сделанное на 3D принтере, пивотную дверь и много-много чего еще интересного. Друзья, мы сегодня с вами оказались на 9-м километре от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Деревня Жуковка, помните, да, самая богатая деревня в России. Вот. И здесь мы уже снимали один современный дом, ссылочку можно посмотреть вот здесь. И, кстати, этот дом уже продали. Так что сейчас мы посмотрим тоже современный дом. И сразу по забору видно, что нас ждет что-то футуристическое. Калитка и сами ворота, сделанные из нержавеющей стали. Открываем и попадаем на территорию. Нашему взору предстает сам дом. Очень удобная площадка. Здесь может и водитель подвести прямо к крыльцу хозяев дома. И хозяин может заехать и поставить машину непосредственно под навесом в этой части. Здесь не предусмотрен гараж. Участок всего 11 соток, и разместить его было невозможно. Но в целом, если есть навес, сейчас практически все машины оборудованы дистанционным запуском, современные, да, поэтому вполне удобно. Самое главное, чтобы осадки на нее не падали. В этой части мы видим, как прорабатывали буквально каждый сантиметр, да, и целая борьба была за эту сосну, например. Посмотрите, какая она красивая. И действительно удалось ее сохранить. Слава богу, все обеспечено для того, чтобы она дальше здесь продолжала расти. Сразу по технической части стоит бак для автополива. Он небольшой, но, опять же, участок 11 соток, его будет вполне хватать для того, чтобы обеспечить все растения водой. В этой части у нас получается небольшое строение. Оно предполагает комнату-студию для персонала со своим санузлом и дополнительное помещение для хранения различного инвентаря. В загородном доме обязательно нужно это предусмотреть. Можно представить себе, что вот мы приехали сюда, например, очень удобно, тоже продумана небольшая скамеечка, сделанная из массива дерева, можно поставить какие-то сумки. И боярышник, это дерево росло на этом участке, немножко в другой стороне, его пришлось пересадить по настоянию заказчика, и очень хорошо вписалось даже в такую минималистичную композицию. И здесь же нас тоже ждет интересные композиции из различных растений. Все такое очень грамотно подобранное. Кстати, на этом участке не очень много газона, но это сделано специально для того, чтобы немножко разбавить общую вот эту картину. Вот эта часть, например, засыпана гранитным щебнем, оно серого цвета и очень хорошо вписывается в общую композицию. Можете посмотреть на первый этаж. Он, можно сказать, дематериализован за счет того, что большое количество отражающих поверхностей — это стекла и нержавеющая сталь, которая у нас, получается, сочетается по всему и участку, и дому. Это сделано специально для того, чтобы сделать первый этаж более воздушным. И вот это восприятие расширения участка за счет отражения. Давайте теперь пройдем по участку и посмотрим на дом снаружи. По забору видно тоже, что он достаточно высокий. Ну, это характерно, в принципе, для застройки участков вне коттеджных поселков. Но за счет, опять же, комбинации фиброцементных панелей и вставок из нержавеющей стали удалось его сделать таким, что он не давит и не напрягает. Дальше давайте посмотрим, как выполнена терраса. У нее нет своего навеса.
По сути, второй этаж является навесом этой террасы. Здесь есть выход через портальную дверь со стороны кухни и столовой. И получается, у нас есть маленький тут вот задний дворик, да, и вот эта вся территория. Также очень удобно, если гости сюда приедут, они могут пройти прямо сразу на террасу, не заходя в дом. На террасе установлен бетонный стол. Друзья, знаете, сколько он весит? Он весит 300 килограмм. Но посмотрите, какой он тонкий. Вот, массивная ножка. Бетон, я не знаю, какой прочности, наверное, 1000, да, потому что аж прям звенит. Вот. Но здорово, круглый стол, большой, поместится компания, не знаю, человек 8, наверное, легко. Колонны 6 штук, они выкрашены и напоминают как будто стальные колонны, но они действительно сделаны из стали. Подъем не очень большой, буквально 3 ступеньки, дом совсем немного приподнят. Везде по периметру сделаны выводы уличных розеток, специальные с гидроизоляцией, для того, чтобы можно было дополнительное какое-то оборудование всегда подключить. Можно здесь видеть панели из нержавеющей стали. Вот, кстати, они уже достаточно давно установлены и действительно покрыты специальным составом для того, чтобы долгое время сохранять вот такой металлический вид. Это фиброцементные панели Эквитон бельгийские. И на самом деле как-то я немножко скептически относился к применению такого рода фасадных материалов, но на самом деле в частной застройке очень даже здорово смотрятся, да, то есть вот в стиле минимализм, они достаточно большого формата. Это гораздо более долговечное решение, чем та же самая штукатурка, потому что им ничего не будет, их можно хоть керхером мыть. Давайте пройдем и посмотрим самую интересную часть участка. Архитектор назвал эту часть участка «Тайный садик». Действительно, у него есть выход из одной из спален и из кабинета. Небольшой газончик, не знаю, что это может быть. Место для медитации. Очень уютно, даже несмотря на то, что, опять же, нас с 3 сторон окружает высокий забор. Ну, за счет зелени очень действительно здесь находиться комфортно. Более того, это тихое место, где тебя никто видеть не будет. Это зона, которая не предполагает, чтобы сюда гости заходили. Да? Это частная территория владельцев участка. Очень интересная композиция, которую придумал архитектор. 3 куска, которые как будто бы торчат из земли и очень напоминают тоже нержавеющий металл. Но на самом деле это конструкция, которая сделана методом цифрового производства, то есть, грубо говоря, напечатаны на 3D принтере. Они очень легкие, потому что полые. Можно их каким-то образом там расставить немножко по-другому, вот, но зато это придает изюминку конкретно этому дому. То есть такого больше нигде не будет. Давайте теперь посмотрим на окна снаружи, как они выглядят. Это профиль Шуко, одни из самых дорогих и премиальных окон. И снаружи посмотрите, как это все минималистично выглядит. И даже более того, кажется, что эти окна не открываются. Но мы с вами, когда будем внутри, убедимся, что это не так. С этой стороны есть техническая лестница, которая ведет в котельную, то есть обслуживающий персонал или инженеры могут спокойно спуститься, не попадая в основную часть дома. Ограждение сделано из стекла, козырек тоже над этой лестницей полностью из стекла сделан. Это сделано для того, чтобы не нарушать гармонию, минимализм самого дома. Ну и можно обратить внимание, что стоят камеры видеонаблюдения по периметру, можно будет просматривать и видеть, что происходит со всем домом вокруг. Обратите внимание на эту стену, какое количество здесь окон. Это сделано намеренно, и мы, когда внутри окажемся, вы поймете для чего. Вроде бы здесь соседний участок, такая зона больше, скажем так, техническая, и зачем эти все окна нужны на фасаде. Но это не фасадное, а скорее интерьерное решение. Ну что ж, с участком мы вроде как разобрались. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Парадный вход нас встречает большой площадью остекления. И внутри уже видно какую-то загадку. Давайте посмотрим, что это такое. Очень приятный холл. Попадаем в него с главного входа и встречаем интересный элемент, который я нигде раньше не видел. Эта стена индивидуально сделана для этого дома, и сделана она средствами цифрового производства. И вот этот рисунок задан неким компьютерным алгоритмом, который делает различную такую кривую синусоиду, да, и которая меняется от плоскости к плоскости. Состоит она из 3 кусков, которые
очень гармонично друг с другом соединены. И, соответственно, покрашено это все металлической краской, которая тоже напоминает нам нержавейку. При входе нас встречает еще небольшой столик, как раз чтобы удобно было положить сумочки, часы. Очевидно, что к такой неровной стене его вряд ли можно было бы присоединить консольно, да? Вот. Но для поддержания стиля минимализм ножки, сделанные из стекла, полностью прозрачные. Мне кажется, очень удачно сюда вписывается. А дальше посмотрите на этот экспонат. Очень интересный стул, тоже индивидуального дизайна. Также сделан при помощи цифрового производства. Давайте проверим, насколько удобно на нем сидеть. Ой, вообще шикарно, конечно. Здорово. Тоже изюминка дома. Получается, что ни у кого такого не будет. И секрет этого места — Pocket Door, которая превращает этот холл в тамбур. Вот до конца задвигается. Вроде бы стекло, да, с одной стороны, но в нем есть определенный зеркальный эффект, который дополнительно снаружи позволяет тому, чтобы не просматривалось то, что находится внутри. И в зимнее время можно сформировать дополнительный тамбур, чтобы холодный воздух не проникал в гостиную. Здесь с этой стороны вход в гардеробную комнату. Небольшая, но с двух сторон полочки. Так что, в принципе, вся верхняя одежда и обувь, которая в режиме текущего сезона используется, она поместится. Сюда ставится обувь, все сразу на виду. С этой стороны вешалки. Может быть, немножко высоковато, но у меня было предложение следующее, например, разделить ее пополам или на 1/3 и одну секцию сделать для длинной одежды, чтобы можно было пальто, шубу повесить, а вторую продлить еще и сделать одну штангу, и будет место, где, соответственно, могут дети, например, взять свою одежду, да, и штанга для более высоких членов семьи. А снизу аж 9 выдвижных ящиков, в которые тоже очень много всего можно поместить. Ну и зеркало большое. Вот так вот отходишь, можно посмотреть на себя перед выходом в полный рост. Все в порядке, и дальше уже можно выходить. Ну а если вдруг места в гардеробной вам будет недостаточно, есть вариант размещения дополнительного шкафа вот с этой стороны. Собственно, заказчик этого дома и думал о том, чтобы разместить здесь шкаф, но, по мнению архитектора, это немножко сузит пространство. А вы как считаете, уместен ли здесь шкаф или лучше оставить свободное пространство? То есть с этой стороны гардеробная, а здесь уже гостевой санузел. Но и, кстати, еще пуфик для того, чтобы можно было обуться или присесть. Здесь еще одна выдвижная дверь. Это все, кстати, выдвижные перегородки от фирмы ADL. Вот так раз, и все закрыли. Ну и на всякий случай скажу, вот если это вдруг в кадр попало, то это еще не финальный вариант. Здесь предполагается дополнительно поставить уголочек в такой же цвет, металлический, да, чтобы закрыть вот эту нишу полностью. Ну и двери у нас со скрытой коробкой, покрашенные в цвет стен. Вроде бы белый, но немножко такой на серый цвет отдает. Очень минималистичные интересные ручки компании Ento. Вот. Ну и гостевой санузел небольшой, все что нужно, унитаз и небольшая раковина, но очень красиво сделано из натурального мрамора. И интересный смеситель, очень аккуратно выходит прямо из столешницы, и вот здесь он включается. А внутри, посмотрите, для того, чтобы скрыть систему водоотведения, еще лежит кусок мрамора отдельно. Далее попадаем в гостиную, очень уютно. Друзья, я вообще обожаю снимать дома, в которых сделан полный хоумстейджинг, вот как здесь. Стоит полностью мебель, тщательно подобранный декор. При этом здесь еще никто не жил, поэтому этот интерьер не персонифицирован, то есть нет каких-то личных фотографий, картин и всего остального. Вот эти все предметы, они создают определенную атмосферу, но при этом они не дают какую-то персонификацию. Итак, давайте пройдемся по мебели. Диван Минотти, сделанный из ноутбука, очень приятный на ощупь. Журнальный столик Cassina, натуральный камень, орех. Кресло Flexform. Вот так вот садишься, ой, и наслаждаешься. А сзади у нас буквально природа, которая она как будто бы с одной стороны за окном, а с другой стороны ты вроде прям на природе ты и сидишь. Все это благодаря большому панорамному окну. И очень здорово в интерьер добавлять такие большие окна, которые не открываются, но при этом еще и предусматривать выходы на улицу в соответствующих местах. Но вот
такой экран на улицу очень крутое решение. Здесь можно обратить внимание, что по всей длине сделаны внутрипольные конвекторы, но они не такие широкие и не сильно бросаются в глаза, наоборот, подчеркивают вот эту вот линию. И при этом все еще сделано по теплотехническому расчету, то есть здесь очень тепло. Стенка, которая разделяет у нас зону гостиной и зону кухни-столовой. В нее интегрирован в нишу большой телевизор. Очень удобно прям на него смотреть с дивана. Облицована стенка натуральным мрамором. Это Fior di Bosco, итальянский мрамор. Переводится как лесной цветок. Да? Но серый цвет очень немного берет на себя внимания. Зато еще тоже интересный рисунок, и все это сочетается. И вот с нержавеющей сталью, да, и паровым камином, который сделан из никеля, и вот эти вот панели, которые тоже выкрашены, как будто они никелированные. Этот подиум, он немножко возвышается над полом и тоже дает определенную воздушность. Зато конструктивно здесь удалось скрыть две большие колонны. Одна из них находится вот здесь вот. И множество вариантов было продумано архитектором для того, чтобы остановиться именно на этом. Друзья, в каждом доме что-то новое встречаю. В частности, здесь первый раз вижу паровой камин. То есть это некая имитация огня. Вот включаем его. Так, нажимаем на кнопочку. Должен пойти сейчас пар. О, все, пошел. Сюда заливается 5 литров воды, и, соответственно, идет вот такой пар. Ну и за счет подсветки желтого цвета создается ощущение огня. Камин, само собой, безопасный, более того, еще и полезный, потому что такая форма дополнительного увлажнения воздуха. Смотри, прям разгорелся. Вот оно как, а мы-то думали. Но зато телевизору ничего не угрожает. Ну, еще дополнительная функция — это треск. Вот он прям слышно, как трещит, как будто бы действительно там дрова горят. Ну, давайте пока треск уберем, чтобы он нам не мешал делать обзор дальше. И продвигаемся в столовую. Нас ждет здесь удивительный стол итальянский, компания Acerbis. В минималистичном дизайне у нее 4 стойки, это полностью металл. Очень хорошо сочетается по цвету с стенками и дополняет общую картину. 4 ножки и очень интересное расположение стульев из-за этих ножек. То есть мы привыкли к тому, что ножки как-то они там по углам находятся, но здесь получается так, что 2 стула встают сюда, один по центру, да, второй там же, а эти 2 стула немножко в эту сторону смещены. Непривычная для нас компоновка обеденного стола, но зато в этом есть тоже своя оригинальность. Посмотрите на эти стулья-кресла, отделаны кожей, как будто бы это кожа страуса. Не знаю, что это такое на самом деле. Вот. Компания Hench. И той же самой компании Hench сделаны вот эти барные стулья, покрытые сверху кожей, а основание сделано из шпоны эвкалипта. Вот, кстати, кто смотрел выпуск по дому Солослова, я там спрашивал, из чего сделана стенка шпанированная, да, вот тоже сделана из эвкалипта. Кто написал, угадал, тот молодец. С улицей, точнее с террасой, нас разделяет стеклянная портальная дверь. Можно открыть эту часть, и будет, соответственно, переход из столовой в зону террасы, да? А можно открыть эту створку, и получится взаимодействие во время готовки. То есть можно готовить и накрывать на стол. В зависимости от сценария, да, открываем ту или иную часть. В центре стоит большой, очень красивый остров, сделан из того же мрамора Fior di Bosco, врезанная в саму столешницу раковина, тоже выполненная из мрамора. И под раковиной интересный вариант складирования мусора. 4 ячейки, то есть, собственно, можно организовать тот самый раздельный сбор мусора, в каждую ячейку что-то свое класть. Я, кстати, у себя в квартире все ломаю в голову, как лучше организовать этот процесс. Мне кажется, это самое удобное. Раскрыл, и здесь без всяких крышек все сюда кидаешь, потом раз мешочек завязал и выкинул. Сама кухня, фасады выполнены из шпона ореха, очень ярко смотрится. Столешница и задняя стенка тоже натуральный мрамор. Вся техника Miele, начиная от варочной панели. Она индукционная, и посмотрите, нет конкретного места, куда можно поставить посуду. То есть ты можешь поставить в любое место любого объема посуду. Будет нагреваться
индукционным способом дно этой посуды. Абсолютный минимализм. То есть мы сейчас в режиме не включенном видим только одну кнопочку включения. Над варочной панелью находится вытяжка, но она спрятана за шкафами и никак на себя акцент не забирает внимания, а выполняет чисто функцию вытяжки. Интересные фасады — это тоже шпон, но он более глубокий и рифленый, более темного цвета. В сочетании со шпоном ореха выглядит тоже очень прикольно. Здесь встроенная техника Miele, сверху микроволновая печь, достаточно глубокая, а внизу духовой шкаф. При этом он из функции гриль и функции конвекции с паром. То есть все современные технологии применены в этом предмете кухонной техники. Здесь посудомоечная машина 60, тоже Miele. И встроенный холодильник и морозильная камера, тоже Miele. Кстати, эта кухня сделана компанией Eggersmann, Германия. Ребят, почему еще обожаю дома, в которых выполнен homestaging? Потому что здесь иногда бывают фрукты. Можно, кстати, паузу сделаем, да? Покушаем чуть. Какой кайф, а? Да простят меня архитекторы, которые здесь это все тщательно подбирали и делали. Но все равно испортится же. Обожаю свою работу вообще. Кайф. На первом этаже у нас еще два помещения. Первое за этой дверью. Кстати, сразу хочу обратить ваше внимание, что в доме сделана полностью автоматизация, умный свет, можно управлять с единой панели. Мне чем нравится вообще автоматизация, это то, что можно вместо кучи разных кнопок и разных там термостатов повесить всего лишь один прибор, который, получается, и включает свет, и задвигает шторы, и еще управляет температурой в помещении. Здесь автоматизация сделана на базе Control4. Это та система, которую мы тоже рассматриваем в наши девелоперские проекты. Давайте посмотрим на гостевую спальню. Очень приятно будет сюда пригласить своих самых дорогих гостей, потому что эта спальня выходит как раз на тайный садик. Посмотрите, какой вид за окном. Из мебели кровать и кресло фирмы Poltrona Frau. Оригинальные картины из мрамора. Я еще такого не видел. Ну, по сути, выбрали два куска мрамора, да, сделали композицию. Все это обрамили в тонкую железную рамку. Фирма Salvatore делает такие картины. И из примечательного это необычное зеркало фирмы Fiam. Оно половина обычное зеркало, то есть можно на себя посмотреть, а вторая половина, она вроде бы как, ну, такое искаженное зеркало, но оно искажает настолько сильно, что уже нет какого-то карикатурного образа в нем. И давайте я вам покажу то, что хотел как раз снаружи продемонстрировать. Сейчас отодвинем вот это кресло аккуратно. Так. Вот вам, посмотрите эти окна, которые снаружи мы их видели, и они казалось, что они не открываются. Толстое окно, специально наложенное стекло снаружи, чтобы создать вот этот эффект минимализма на фасаде. Вот. Но очень легкое, легко прям открывается. И изнутри тоже выглядит как будто просто обычная стойка. Если бы не было ручки, даже не догадаешься, что оно может открываться. Везде установлены электроприводы для штор с функцией Motion Touch. То есть мы вот так раз дергаем, и она пошла закрываться. В качестве хоум-стейджинга еще дополнительная этажерочка, тоже сделана из металла. Различные аксессуары и декор, которые дополнительно дают какого-то понимания этому интерьеру. Шпанированные панели по всей площади, встроенный шкаф тоже с фасадами из шпанированного натурального дерева. При этой спальне есть свой санузел, очень светлый за счет большого окна. Напольный смеситель фирмы Chia. Здесь большая часть сантехники сделана этой компанией, и она славится своим минимализмом. Раковина, различные полочки, большое зеркало. Здесь в тумбе тоже можно дополнительно что-то хранить. Полотенцесушитель. Все в формате минимализма. Ребят, даже посмотрите вот этот ёршик для унитаза. Это точно ёршик для унитаза. Не знаю, ребят, я такого еще ни разу не видел. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, ёршик ли это или для чего это вообще нужно.
Это прям слишком минималистично, да. И душевая, неправильной формы, но очень комфортно и удобно сделано. Тропический душ, обычный. Посмотрите на этот смеситель. Дизайнер это называет супер минимал. Даже душ. Посмотрите, какой тоненький. И я хочу еще отметить, что это смеситель типа термостат. То есть один рычажок устанавливает нужную температуру, а второй напор воды. Термостат обеспечивает подачу воды постоянной температуры, которую ты установил, даже если в системе что-то пошло не так. Отсюда проходим за соседнюю дверь и оказываемся в кабинете. Мы его тоже снаружи видели. Есть собственный выход на тот самый тайный садик. Небольшое помещение, очень уютное, очень вдохновляющее на плодотворную работу. Стол по центру. Ой, можно почувствовать себя большим начальником. А вот интересный светильник. Он регулируется по высоте. Вот. Может, чуть повыше, чуть пониже. У него внизу здесь грузик. Вот. Ну. Ой, чуть не сломал. Так, назад. То есть это, по сути, такая настольная лампа. Вот. Ее можно повесить в какое-то место, направить этот свет. Вот. И очень удобно, потому что она не занимает места на самом столе. И всегда в доме, в котором только-только завершились работы, есть определенный набор мероприятий, которые еще нужно сделать. Это один из самых сложных этапов доделывания этой тысячи мелочей. Вот. Здесь все, естественно, предусмотрено, то есть будет лючок, где идет подключение там, различной группы, и можно будет в дальнейшем подключить компьютер к интернету, там, все остальное. Интересный элемент дизайна. Вот эта композиция из полок. Самое интересное в них это, конечно, подсветка. Здесь буквы П, здесь вот по периметру подсветка, да, то есть получается темные кубики выступающие, да, и внутренние подсвеченные пространства. И вот такие разные вазочки, тут закрученные, тут в виде какой-то пирамидки, вот, добавляет свой шарм. Пойдемте дальше. Друзья, несколько слов расскажу про лестницу. Вообще, вот эта стенка, пространство и переход на второй этаж, просто, мне кажется, изюминка этого дома. Помните, мы когда снаружи гуляли, я вам сказал, что там множество окон, да? Вот я сейчас посчитал, 16 проемов под окна. И это сделано для того, чтобы впустить в гостиную, на лестницу побольше света. Но сделано это небольшими секциями окон, чтобы не особо проглядывалось, потому что мы снаружи уже граничим с соседом. Эта задача архитектору очень хорошо удалась. Вот мы что отсюда смотрим, например, что вот с той стороны мы периодически видим только верхушки деревьев, и нас совершенно не напрягает этот высокий забор прямо рядом с домом. Теперь про саму лестницу. Она сделана из железобетонных плит, которые отлиты специально под заказ на производство. Они суперпрочные, они вмонтированы в стену. И за счет вот такой формы удалось сделать их тонкими, буквально воздушными. То есть в самой тонкой части они всего лишь 4 сантиметра, а дальше они расширяются. Собственно, за счет этого и позволяет большой вес держать. На них же крепится еще и стекло. Это ограждение и самой лестницы, и площадки на первом этаже. И композиция не была бы полной без двух элементов. Во-первых, это вот эта фантастическая люстра. Я даже не знаю, стоит ли этот большой светильник называть люстрой. Он, собственно, и создает все настроение этого пространства. И второе, это стены, которые сделаны из гипсовых 3D панелей. То есть, с одной стороны, можно было бы просто покрасить в белую стену, да, но она была бы скучной. А вот за счет этих бороздочек и несимметричных планок создается более глубокий, насыщенный эффект. Друзья, очень здорово, когда помимо обзора дома есть возможность еще и пообщаться с автором проекта. Представляю вам Владислав Бекбулатов, сооснователь архитектурного бюро V-Form, собственно, авторы проекта этого дома. Владислав, расскажи, что вообще здесь было на этом участке, когда ты приступил к работе? Он показался нам очень маленьким, когда мы вообще вначале пришли, маленьким, таким заброшенным. Участок еще был очень сложной формы. Я, честно говоря, об этом не задумывался, просто планомерно начал изучать какие-то видовые точки оставные на участке, как можно его улучшить, залез на второй этаж этого здания. Как родилась вот эта необычная форма? Расскажи, пожалуйста. На самом деле форма является следствием контекста, в котором находится дом.
То есть участок, сам по себе участок, он достаточно сложной формы. Напоминает, наверное, пистолет больше всего. Владислав, я обратил внимание на то, какой был подход к инсталляции. Я даже распечатал вырезки из проекта. Я такое вижу впервые. Вот, расскажи, пожалуйста, собственно, в чем заключалась работа, да, и что стало результатом этой работы? Мы считали разные варианты, чтобы проверить, какой из них эффективнее, потому что юг с той стороны, и если бы построили дом максимально, например, во весь участок, вот, или в этой части участка, мы бы сделали эту зону полностью теневой такой. Тут было бы крайне неприятно и некомфортно. То есть здесь получается некая шкала, которая прям от холодного цвета до теплого. Она визуально показывает, сколько солнечного света получает какой-то участок поверхности. Понятно. То есть, соответственно, исходя из этого, она окрашивается. То есть вы начали изучать разные варианты и тестировать наши гипотезы. Ну, первый вариант — это условно такая протоформа дома классического, да, как это было изначально. Да. Дальше какие-то вот простые кубики ставили. Дальше мы начали различные гипотезы тестировать. Вот это, например, самый простой вариант, какой-то кубик в центре участка. Объем в самой дальней части участка, да, размещенный. Да. Ну, получается, в этом случае очень много тени спереди. Да, и очень близко к соседям, получается, что окна в окна. Да. А здесь наоборот, слишком Здесь наоборот, яркие, да, участок очень хорошо освещен. Но, во-первых, получается, что основные окна дома смотрят на соседей, то есть гостиную пришлось делать на соседей, и мало места на въезде. Здесь у нас при такой конфигурации, например, был недостаток площадей, при том, что участок неплохо инсолирован, все окна были бы в забор. Понятно. Ну вот, собственно, и родилась финальная. И родилась такая идея, в которой у нас два объема. То есть один объем следует одному направлению участка, другой второму. И они пересекаются. И получается такая конфигурация, где мы максимально эффективно получаем инсоляцию, получаем оптимальные виды из окон, не на соседей, а вот на деревья вокруг. Друзья, кстати, если вас заинтересовал вот этот подход, да, я об этом писал в своем телеграм-канале, так что ссылочка будет в описании. Собственно, из поста можно будет узнать, как и для чего нужен расчет инсоляции. Я так понимаю, еще этой формы удалось достичь за счет определенных конструктивных решений, да? Я вижу очень много выносов консольных там и так далее. Да, здесь достаточно сложные инженерные решения. В частности, вот эти колонны, которые вы видите, это несущие колонны, но они выполнены не из монолита, а из нержавеющей стали. То есть они держат нагрузку дома, и в то же время сталь позволяет сделать конструктив более компактным. То есть если бы мы делали их из железобетона, они были бы значительно толще, чтобы такую же нагрузку. Да, понятно. Вот. Также у нас консоль около 5 метров. Нам не нужно делать навес какой-то дополнительный. Да. То есть она является как бы навесом еще и террасы, по сути. Да. У тебя вообще команда сколько человек? Именно архитектурно-конструкторская команда 11 человек. Ого, нормально. И как-то так или иначе все были задействованы на этом доме? Да, потом же еще работа по интерьерам, то есть она требует визуализаторов, людей, кто выполняет рабочие проекты по интерьеру, комплектации и так далее. Ты работал в международном архитектурном бюро Zaha Hadid. Вот, расскажи мне, как-то этот опыт работы такого высокого уровня архитектурном бюро помог тебе при реализации этого проекта? Конечно, безусловно, помогло, наверное, как-то иначе смотреть, смелее смотреть на какие-то вещи. То есть это добавило уверенности, да? Да, и уверенности, и в то же время я учился тоже в Лондоне в архитектурной ассоциации, и в целом эта среда, которая вокруг этого бюро, очень круто расширила, наверное, мои какие-то горизонты моего мышления. Проект очень непростой, вот, и наверняка там были в процессе какие-то, может быть, ошибки, неточности. Вот, расскажи мне, чему тебя научил этот проект, чтобы ты, может быть, в будущем как бы исправил бы и делал бы лучше? На самом деле сложно сказать, потому что все нюансы были, мы их в итоге исправили и справились со всеми трудностями, которые были. Это можно видеть по результату. Да, для такого проекта очень сложных много решений, инженерных таких, и нужны очень хорошие исполнители просто. Понятно. То есть при реализации сложного проекта нужно не экономить на квалифицированных работниках. Да, это самое важное, и чтобы они тоже в идеале все с инженерным образованием были именно прорабы, чтобы могли правильно этот проект вести, то есть читать чертежи. Ну что, спасибо большое, друзья, а мы продолжим с вами обзор этого дома. Мы попали на нижний этаж, и здесь интересное решение с подсветкой лестницы. Дело в том, что очень сложно было бы встроить свет в лестницу, в эту стену. Точнее, это можно было бы сделать, но это бы тоже дополнительно разрушило бы вот этот минимализм и парящие ступеньки. В результате сделали подсветку снизу, и в вечернем или ночном сценарии очень удобно пользоваться этой лестницей. Во всяком случае, видно ее очертания, габарит. Ну и есть полный свет в этом помещении.
Ну и вообще во всем доме, особенно в этом подвальном помещении, с цветовым сценарием уделяется огромное внимание. Дело в том, что в нем нет окон. Это сделано потому, что если бы здесь окна появились, то пришлось бы тогда дом поднимать. Была концепция того, чтобы он максимально близко был расположен к земельному участку. Но, тем не менее, использовать это пространство было необходимо, потому что сам участок небольшой, и нужно было функционально задействовать как можно большее пространство. В результате у архитектора родилась идея имитировать окна, и действительно этот эффект удался. Но давайте теперь посмотрим, какие вообще возможны различные цветовые сценарии в этом помещении. В этом доме бассейна нет, но есть полный комплекс для спа-процедур различных. В первую очередь давайте зайдем в сауну. Кстати, не знаю, кто-то включил, и здесь прям нагрелось уже. Тепло. Вот. Интересная печка в минималистичном стиле, отделана талькомагнезитом. Вот. И стенка сзади нее тоже таким образом сделана. Термодерево, причем различной степени термообработки, из-за этого получаются какие-то плашки более светлые, какие-то более темные. Ну и полка внизу, она выдвигается. Соответственно, кому-то, если жарко, то он может посидеть на нижней полке, вот, ну и удобнее забираться наверх, например. Вот. Обратно задвинули, и вот удобно. Вот. Ну, говорят, что в такого рода помещениях, саунах, да, особо вениками не поработаешь, это все-таки для русской бани. Но, тем не менее, почему бы и нет. Сауна за стеклом, поэтому ощущаешь все это пространство, очень удобно, стильно выглядит. И здесь же находится и хамам. Посмотрите, как он сделан. Вот. Интересный формат полки. Как раз можно вот сюда вот усесться вот так вот ровненько, хорошо, красиво. Кайф. Кстати, друзья, у меня новое слово в вокабуляре девелопера и специалиста, эксперта по недвижимости. Вот эта штука, раковина, знаете, как называется? Курна, у нее есть специальное название. Вот. Кстати, зашел посмотреть, куда ставится ударение. Ни в одном словаре не нашел, как правильно ставить ударение. Но мне кажется, что все-таки курна. И еще хочу обратить внимание, что в этом доме много внимания уделяется звуку. Но если там в гостиной, там, в санузлах мы уже привыкли видеть встроенную систему мультирум, то в хамам я вижу впервые. Но это влагостойкая колонка специально для такого рода помещений. И здорово здесь как раз будет проводить время под какую-то расслабляющую музыку. И вот эти отверстия, которые вы видите в потолке, они нужны для того, чтобы сделать вентиляцию в помещении. То есть пар генерится под скамейками и дальше поднимается наверх и выходит через эти отверстия. Таким образом, нужно обязательно создавать круговорот пара, чтобы здесь воздух не застаивался. Ну и помимо курны есть еще и душ, можно обмыться или помыть скамейку. Ну, конечно, очень многие любят после того, как сильно распариться, либо в сауне, либо в хамам, прям разогреться и прыгнуть куда? Правильно, в ледяную воду. Для этого есть вот такая специальная купель. Сюда наливается холодная вода. Ну а тем, кто не любит контраст, то, пожалуйста, джакузи. Здесь можно регулировать температуру, удобные скамейки с подогревом все. Можно настроить себе, сделать там гидромассаж для ног, для спины. Дополнительно есть подсветка. И вот здесь можно проводить время. Ну и вообще, посмотрите, здесь образовался вот такой подиум для того, чтобы как раз строить и джакузи, и вот эту купель. Еще можно его и функционально использовать, то есть можно, в принципе, вот так вот сидеть после сауны, отдыхать. И из водных процедур есть еще вот такой вот открытый душ. Тоже все сделано в едином стиле. Ну а для тех, кто хочет расслабиться, специальная комната отдыха, как раз между сеансами парения. Можно сесть на диван. Диван, кстати, итальянский, фирма Минотти, и специально сделан из ткани, которая влагостойкая и подходит для такого рода помещения. То есть можно спокойно распаренным или мокрым прям садиться на эту ткань, и ничего не будет. И само основание дивана из устойчивого американского дерева и рока, который часто еще используется и на фасаде. И телевизор прямо напротив, тоже очень удобно, и встроенные динамики
почти в каждом помещении. Для дополнительного релакса барная стойка и так называемый wet bar, грубо говоря, мокрый бар, потому что у нее есть раковина, то есть можно помыть стаканчики, сюда же можно поставить чайник, приготовить там чай и небольшой холодильничек, пожалуйста. И из этого помещения есть переход в дополнительную комнату. О, кстати, друзья, наконец-то я встретил шарнирную дверь, pivot door. Давайте я лучше вот на этой покажу, она точно такая же. Что это означает, шарнирная дверь? Вот здесь вот стоит шарнир, да, и она как бы открывается. То есть первое, это позволяет ее открывать как вовнутрь, так и наружу. А второе, она может быть достаточно большой по ширине, да, но при этом у нее вот этот радиус открывания, он гораздо меньше, чем если бы она была бы на петлях. А эта дверь вообще с зеркальным эффектом, то есть она скрывает то, что находится внутри за этой комнатой. Но если мы включим внутри свет, то сразу все видно. Вот. Ну, эта комната пока еще не готова. Я ее назвал «Выручай комната». Во-первых, здесь можно будет расположить дополнительно, в зависимости от хобби хозяев, что угодно. Ну, например, по плану сейчас здесь планируется сделать бильярд. А во-вторых, выручай почему? Потому что всегда после ремонта остается куча дополнительных каких-то там предметов, вот, и это можно здесь пока временно похоронить. Ну и давайте посмотрим для понимания еще техническую часть. Ну, во-первых, да, ребят, это еще одна выручай комната. Ну, давайте я вам все-таки ее покажу. Она тоже пока что используется как склад для дополнительного там декора. Ну, это постирочная, стиральная, сушильная машина Miele, отдельная раковина, много различных шкафчиков для хранения. Давайте поскорее это закроем. Ну и давайте одним глазком посмотрим, что у нас находится в котельной. Здесь достаточно все стандартное. Я в последнее время даже не во всех домах захожу в котельную, потому что, ну что, стоит обычный, но при этом очень качественный котел Висман, да, такой же бойлер, да, вся насосная группа, все сделано по инженерному фэншуй. Ну что вам здесь показывать? Все достаточно стандартно, при этом хорошего качества. Наверху у нас система приточно-вытяжной вентиляции. В первую очередь она работает на подвальное помещение, в нем достаточно большая влажность, поэтому нужно делать постоянную циркуляцию воздуха. В доме хочу отметить 40 киловатт выделенной электрической мощности, что для этого метража ну больше, чем достаточно, можно даже кому-то излишек потом в будущем продать. И в самой деревне Жуковка все центральные коммуникации, это центральное водоснабжение, центральная канализация, естественно, магистральный газ, вот, и, конечно же, интернет. Все, что нужно, обязательно здесь будет для дома постоянного проживания. Друзья, небольшое лирическое отступление или рекламная пауза. Я рад сообщить о том, что наш сервис по элитной недвижимости homehunter.ru наконец-то заработал в полную силу, на котором вы можете найти наиболее полную и актуальную базу данных элитной недвижимости Москвы и Подмосковья. В дальнейшем мы планируем расширяться на всю Россию и ближнее и дальнее зарубежье. Это сервис как для брокеров, которые могут опубликовать свои объявления о продаже эксклюзивных объектов, так и для потенциальных покупателей, которые могут увидеть максимально чистую базу данных без дублей. Мы максимально продумали функционал сайта, есть удобные фильтры, можно теперь выбирать по множеству различных параметров, смотреть и искать недвижимость в конкретных жилых комплексах, коттеджных поселках. Сервис будет постоянно обновляться и совершенствоваться. Мы будем рады любой обратной связи. Если вдруг у вас будут вопросы по работе сервиса, то не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, мне, Алексею Аверьянову, идеологу сервиса homehunter.ru, на alex@vesco.ru. Друзья, я каждый раз пытаюсь показать максимально все помещения в доме, но иногда так получается, что какие-то обходим стороной, где-то, может быть, что-то не готово там или излишний бардак. И у меня есть настолько внимательные зрители, которые мне пишут: Алексей, там было еще 2 двери, и расскажи, пожалуйста, что за ними находится в обзоре какого-то дома. Вот, поэтому за этой дверью находится дополнительный санузел, который работает на нижний этаж. Но я вам его не покажу. Уверен, что вам уже не терпится подняться на 2-й этаж, а мне не терпится вам его показать. О, кстати, иду по лестнице, и абсолютное ощущение, что это железобетонная лестница, несмотря на то, что это
консольные такие выносы. Очень устойчивые. Наверху 3 спальни. Давайте начнем осмотр с хозяйской. По сути, она находится в отдельном своем крыле. И вот она как выглядит. Ну, реально мастер-блок, по сути, получается, потому что есть и свой балкон, и гардеробная комната, и свой санузел. Вся мебель — это кровать, тумбы, кресло, столик фабрики итальянской Минотти. А за изголовьем кровати тоже уникальная особенность этого дома — это индивидуальное панно, которое сделано, вот эта часть, из массива ореха, это из шпона ореха. Действительно, сделать из шпона вот такое рифление невозможно, то есть необходима определенная глубина. Этот рисунок продуман архитектором, и второго такого просто не существует. Выход на балкон. Можно распахнуть вот так вот эти двери. Вот. Ну, кстати, если кого-то насекомые волнует, то можно сделать здесь прям такую сетку, которая с потолка опускается, и постоянно быть на свежем воздухе и не боясь, что залетят какие-то комары. Можно даже сравнить это с носом корабля. Оригинальный балкон, он получается защищен полностью от осадков. Но, тем не менее, здесь сделана полностью там гидроизоляция и разуклонка, то есть вот эти вот плиты, они положены на соответствующие такие стойки, внутри все это стекает и внутрь сливается. Ну, вообще, в принципе, сюда не очень много заливает, но вот на этой крыше можно обратить внимание, отсюда очень хорошо видно, как сделан, есть уклон с парапетов, и он идет вовнутрь, а внутри ровная площадка, потому что по ней нужно будет передвигаться. И было бы неудобно, если бы она была бы под уклоном. А уклон уже делается внутри. Дальше эта вся вода собирается и по фасаду выводится в ливневую канализацию. По периметру обоих балконов сделаны стеклянные ограждения с металлическим поручнем. Он здесь абсолютно уместен, потому что сочетается с другими элементами архитектуры. И отделка из термоясеня. Кстати, в одном из выпусков по дому в Николино я назвал материал термоясень. А там оказалось другое дерево, кумару. Но здесь я убедился, здесь точно уже термоясень. Давайте посмотрим, как выполнен вход в гардеробную. Она находится за изголовьем кровати и также закрывается перегородками фирмы ADL. Получается, с этой стороны кровати и с той, то есть можно полностью это все перегородить. И гардеробная комната. В этой части установлен оригинальный консольный туалетный столик с ящиком. Можно там все это разложить, и очень много света натурального из этих двух окон. Давайте повернемся сюда и посмотрим на гардеробную. Она, несмотря на то, что по сути в отдельном помещении, но сами шкафчики закрыты еще стеклянными дверцами с тонированным стеклом, с эффектом небольшим таким зеркальным. Вот, кстати, ребята, обратите внимание, как делается хоумстейджинг. Для того, чтобы лучше потенциальный покупатель мог себе представить, да, вот повесили 2 белые рубашечки. Ну, очевидно, что не так будет использоваться этот гардероб, но настроение это тоже определенное задает. Ну и давайте пройдем в санузел. Он перекрывается еще одной Pocket Doors, вот так раз, и все. Тут, кстати, замочек стоит уже, можно закрыться. Санузел состоит из 4 разных зон. Первая зона душевая, за отдельной дверью. Вот так закрылся и спокойно принимаешь душ. Санузел унитаз тоже за отдельной дверью, чтобы никаких звуков не было слышно. Умный, кстати, унитаз компании Geberit. Встроенная раковина огромная из натурального камня и смеситель, который аккуратно вписан в зеркало. Получается, установлен прямо в стену. Это Chia, и это действительно супер минимум. Посмотрите, 2 рычага регулирования, да, и маленький сам очень аккуратный минималистичный кран. Кстати, ребята сказали, что эта раковина выдержит слона. Вот, сказали, даже можно на нее присесть. Опа, о. Все, так что можно ни за что не беспокоиться. Все очень тщательно сделано. И 4-я часть – это отдельно стоящая ванна с смесителем, встроенным в пол. И здесь тоже вот эта вот минималистичная душевая лейка. Окно можно приоткрыть и быть, по сути, на природе. Рядом тоже минималистичный стиль всего интерьера.
полотенцесушитель. Очень удобно, как раз вышел из ванной, здесь полотенчик взял, обратно повесил, оно уже через какое-то время высохло. По всему дому установлены светильники компании Delta Light, это бельгийская компания. Сейчас уже большие сложности с тем, чтобы этот свет ввести в Россию. То есть сейчас есть возможность приобрести дом полностью укомплектованный техникой, материалами, декором различных зарубежных производителей, большую часть которых уже практически невозможно завести. Что еще хочу здесь показать? Очередные колонки. Во всех санузлах установлена система Multi-Room, то есть можно включить независимо свою какую-то музыку. И очень мне понравилось решение, вот такой диффузор вытяжки, встроенный в потолок, тоже минималистичный, прямоугольной формы, в отличие от, знаете, этих круглых с металлом. Еще бывает так, что они глянцевой краской покрашены и вообще портят весь интерьер. Я думаю, что мы возьмем себе на вооружение. Обычно показывать спальни — это самая скучная часть обзора, как мне кажется. Но в этом доме каждая спальня абсолютно индивидуальная, это связано и с планировкой, со сложной дома, да. Кстати, несмотря на то, что дом вот такой вот странной формы с большим количеством углов снаружи, да, внутри очень правильная перпендикулярная планировка и правильное помещение. Эта спальня имеет свой шкаф, здесь нет уже гардеробной комнаты. Вот она выходит на задний дворик, на тот самый тайный садик, большое окно, кровать, напротив телевизор. Рабочее место рядом с окном. И окно, кстати, хоть на втором этаже, оно открывается. И, кстати, первый раз вижу, вот всегда есть проблема, когда на втором этаже, да, ты либо делаешь тогда на проветривание, либо вынужден какие-то ставить ограничители. Но здесь окна Шуко уже имеют встроенный французский балкон. Отлично смотрится с фасада и не нарушает гармонию. Кровать, кресло, пуфик, все компании Flexform и сделано из единой ткани. Все очень хорошо сочетается. И удобная подсветка с каждой стороны, небольшие бражки, направленный свет специально для чтения. Давайте теперь посмотрим, какой санузел при этой комнате. Тоже большой, светлый, с панорамным окном, который выходит на задний дворик. Унитаз, биде. Кстати, здесь установлена пневмокнопка, как и во всех остальных санузлах. Чем она хороша? Она не требует сильного нажатия, потому что она не механическая, а электрическая. А бывают еще и такие, которые no touch, то есть ты не дотрагиваешься, а просто подносишь руку. Ну, дополнительно не нужно касаться лишних поверхностей. И при сложной конфигурации планировки ее можно повесить вообще на другую сторону, потому что от нее просто идут провода. С этой стороны интересная раковина, которая одновременно является еще и туалетным столиком. Здесь встроенное зеркало, различные, можно сюда разложить аксессуарчики. Вот. И тоже решение, которое мы часто видим, это зеркало, которое спускается прямо с потолка. Очень удобно, и это хорошее решение, когда у тебя панорамное окно в ванной комнате. Ну и если тебе вот эта панорама не нужна, то установлена рулонная штора, которая полностью опускается вниз, и тебя никто не будет видеть. Ну, собственно, давайте попробуем, продемонстрируем. Так. Все, вообще ничего не видно. Кстати, сейчас кнопка настроена неправильно, я вынужден был ее держать, чтобы она полностью закрылась. Но система автоматизации позволяет настроить другой сценарий. Можно просто нажать, и она, соответственно, будет полностью до конца закрываться. Или открываться. А еще очень мне нравится в этом санузле компоновка ванны и душевой кабины. Ванна, кстати, немецкой компании Kniff. Вот. А душ также выполнен, как и в других санузлах, которые мы уже видели. Последняя спальня у нас осталась. Она хоть и самая маленькая, но на самом деле тоже очень уютная. И уют этот как раз создается вот этим полным хоумстейджингом. То, что кровати заправлены, подушечки лежат, там постельное белье есть, ковры лежат здесь. Вообще очень здорово. Это единственная, кстати, спальня, несмотря на такое близкое соседство с другими, которая вообще вот смотрит на соседа. Но опасаться ничего не стоит, потому что эти окна у соседа выходят на какие-то нежилые пространства, то есть оттуда просто некому смотреть. Но даже если это будет смущать, шторы с механизмом Motion Touch все это закроют. Небольшое рабочее место, кровать в меридиане, по краям две тумбочки, сверху свисает такой интересный декоративный светильник, он же является подсветкой для чтения, встроенный в шкаф. И давайте посмотрим санузел. Здесь нет уже ванны, только душевая, но просторная, за стеклянной дверью, ничего не забрызгаешь.
Кстати, меня спрашивали, почему я не включаю нигде, не демонстрирую эту музыку. Ну, дело в том, что на YouTube есть такая история с монетизацией. И не могу вам поставить музыку, иначе ее отключат. Там хоть немного, но все равно какая-то денежка капает. Но это не все. На втором этаже мы забыли общий балкон. Очень здорово, что на участке, который всего 11 соток, есть еще и такой большой балкон, и могут пользоваться все жители этого дома. Ну и посмотрите, какой прекрасный вид. Эти сосны, вокруг полностью все в зелени, просто шикарно. А здесь можно принимать солнечные ванны, а если будет слишком сильное солнце, можно лежаки чуть-чуть вглубь туда поставить, и там уже тенечек есть. Друзья, немножко еще раз расскажу про локацию. Мы на Рублевке, повторюсь, 9 километров от МКАД. Это деревня Жуковка. Почему вообще очень любят Рублевку? Первое, это из-за того, что инфраструктура. Здесь пешком сразу несколько ресторанов, площадь Жуковки. Вот, здесь есть множество школ, различных медицинских учреждений. Вот. И Рублевка хороша еще тем, что она очень тихая. Да? То есть если взять там Новую Ригу, да, она скоростная трасса, в которой можно ехать 110 км в час, по 4 полосы в каждом направлении, но это и создает шумовой эффект. Здесь Рублевка, она достаточно недалеко находится, но из-за того, что там ограничение скорости в 60 км в час, это всего лишь 2 полосы, по одной в каждом направлении, здесь абсолютная тишина, вот я бы сказал, даже звенящая тишина. Если бы мы были на таком же расстоянии от Новорижского шоссе, то мы бы слышали просто постоянный фоновый шум. И вот этого ощущения загородной, комфортной, спокойной жизни уже бы не было. Друзья, этот дом продает. Это очень редкое предложение, полностью готовый дом с максимальным, так скажем, фаршем с точки зрения материалов, мебели, техники. И сюда можно прямо вот заезжать, брать свои тапочки, зубные щетки и буквально наслаждаться жизнью на следующий же день. Поэтому спешите, я уверен, что этот дом достаточно быстро продаст. Если дом вас заинтересовал, напишите мне на alex@veska.ru, и я пришлю вам подробнейшую презентацию с фотографиями, с планировкой и скажу, актуален этот дом или нет. А если вдруг он уже ушел, то тоже напишите, и мои брокеры помогут вам найти тот дом, который максимально отвечает вашим требованиям. Также не забудьте подписаться на мой канал в Telegram, в котором я выкладываю максимально интересную информацию касательно рынка элитной недвижимости, строительства, а также делюсь прогрессом по проектированию и строительству своего собственного дома. Это был канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.